6 июня обновляется список бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, и я, как обычно, расскажу, во что из них действительно стоит сыграть. Возможно, я вас удивлю, но начну с PlayStation 4, впрочем, как и всегда. Life is Strange максимально юношеская игра от ребят из Dontnod, которые делали до нее RMM и решили все-таки не заигрываться с сомнительными механиками и создали весьма милое и увлекательное интерактивное приключение с крутой завязкой и мистикой в виде способностей главной героини. Это такой подростковый, по-хорошему наивный Heavy Rain с чуть более мультяшным дизайном. Я уже делал небольшой обзор после прохождения первого эпизода, можете его посмотреть, чтобы без спойлеров, хотя даже если у вас немного скептические настроения по поводу этого проекта, я советую вам все-таки его заценить. Конечно, брутальным мужикам, возможно, не гоже играть в такое, но я очень круто провел время, пока проходил игру, и очень рад, что те, кто ее пропустил, смогут наконец-то ее попробовать. Единственное, что может омрачить вам удовольствие от этой игры, это то, что она только на английском, зато непыльная платина точно приглянется трофи-хантерам. Да, отличная все-таки штука, я даже купил себе физическое издание и до сих пор его не вскрываю, жду какого-то особенного определенного момента. И следующая игра, знаете, не такая лайтовая, там скорее наоборот, кишки, мясо, кровь и все вот это. Killing Floor 2 — это мясной кооперативный шутер в стиле всем хорошо известного Left 4 Dead, только больше зомби, а соответственно и фана. Вот только про сюжет можно забыть, зато все остальное так как нужно. И куча оружия, и разнообразные враги, и перки всяческие. Там еще и карт масса, и сурвайвал что надо. Просто берешь, зовешь друзей, теперь-то они точно не отвертятся, что у них нет игры, видите ли. И рубишься с ними, пока платинка, например, не выскочит в нужном месте. Она, кстати, простая, если что, посмотрите, вдруг угорите. Конечно, можно развлекаться и одному, но это, пожалуй, не так весело. Так что это уже вторая игра, которую явно стоит скачать в июне. Окей, следующие две игры можно скачать не только на PlayStation 4, но и на PlayStation Vita. Neon Chrome — это почти что киберпанковый Hotline Miami с классическими элементами roguelike игры, сбором денег, прокачкой и зачастую чумной сложностью. Там же есть еще несколько классов героев и куча рандомно генерируемых уровней. И на первый взгляд это такая игра, где круто провести время можно будет только часик-два, и вот рубиться до победного я бы не стал. Хотя именно на Вите в свободную минутку можно было бы пофармить трофей до соточки, ибо платина тут нет. Ну а так, в принципе, можно и пропустить. То же самое и со Spy Chameleon, которую едва ли круто играть на большом экране. В формате портативной игры она зайдет куда лучше. Короткосессионные забеги по уровням, пазлам и прятки среди различных цветных вещей едва ли увлекут вас на десяток часов, но дареному хамелеону, как говорится, в зубы не смотрят. Игра неплохая, попробовать можно, но не обязательно. Последние две игры можно погонять только на PlayStation 3, причем в одну из них во всех смыслах. WRC выходит регулярно, и купив однажды одну, вряд ли понадобится брать следующую. Поэтому заполучить пятую часть бесплатно вроде как неплохо. А вообще забавно, игры-то получаются не самые выдающиеся, а на полках ежегодно появляется новая часть. Сам я относительно долго играл только в WRC 3 на PlayStation Vita. Это обычные, в принципе, аркадные раллийные гонки. На PS3 есть варианты и поинтереснее, на PS4 так вообще есть Dirt Rally, но это совсем хардкорно. Ну а так чисто покататься по фану бесплатно, а может еще и на платину, почему бы и нет? Аналогичная ситуация с Abyss Odyssey. Она, конечно, не рейсинг, но если уж очень соскучишься по двухмерной Castlevania, то можно перебиться. Есть только одна проблема. Игра выглядит лучше, чем играется. Есть и прокачки, есть и исследования, все, что нужно нормальной Metroidvania, кроме толкового левел-дизайна. На PS4 плюс в этот раз по-настоящему хороший. Остальным платформам, правда, не так повезло. PS3 вообще, в принципе, снимают с производства. И, кажется, самое время посмотреть, что там у Xbox? Воу, ну тут прям круто. Есть Speedrunners, это мультиплеерная индюшная беготня на четверых. Первый Watch Dogs для Xbox One, это, кстати, здорово. Но круче него может быть только Assassin's Creed 3, это вообще моя любимая часть, кстати. Ну а Dragon Age Origins просто хедшот этой подборки. Сейчас многие в него будут играть, конечно же, некомфортно, но черт возьми, как же она хороша. Ах да, и еще есть DLC к без того бесплатному Phantom Dust. Если сравнивать игры для актуальных платформ, то обе подборки классные, есть во что поиграть. Я часто завидую людям, которые либо еще не купили эти игрушки, только-только собираясь, либо вообще не собирались в них играть и откроют их для себя вот буквально вот прямо сейчас. У меня же с этим есть определенные проблемы, потому что половина, а то и больше игр, которые дают бесплатно, у меня уже либо пройдены, либо я уже в них попросту поиграл. Но в остальном на этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, какая игра из вообще вот этих обоих списков вам понравилась больше всего, во что вы из них точно хотите поиграть. Ну а на этом у меня все, действительно, да, это был Бейс.
И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.